В VIII веке до нашей эры образовалась Малага. Стоп! Кому интересны эти исторические цифры? Ну, только историкам? Ну, конечно же, не туристам. Туристы любят гулять по городу, наслаждаться морем, вкусной едой, а также наблюдать за местными жителями. И я сегодня вам хочу показать Малагу глазами местного, моими глазами. Друзья мне часто говорят, что я обращаю внимание на детали. И хочу рассказать о туристической и нетуристической Малаге. Вы узнаете, что такое морское мартини. И также узнаете некоторые лайфхаки от местного. А кто меня не знает, меня зовут Натали, и я с 2018 года живу в Малаге, обожаю этот город, и также я очень соскучилась по вам. Надеюсь, больше не буду так пропадать надолго с Ютуба. Ну что, пойдем гулять по Малаге? Первое, на что я бы хотела обратить внимание, чтобы вы, когда гуляете по Малаге, поднимали глаза и смотрели на стены. Когда только я переехала, я гуляла по историческому центру и находила удивительные вещи. До сих пор в этих улочках я путаюсь и не помню, на какой улице находится эта красота. И даже вам не буду говорить, потому что это очень интересно искать. Здесь не находится никаких баров. Вы гуляете и находите эту красоту. Желательно, конечно, немножко знать испанский. Ну и что? Google переводчик вам поможет. И самая красивая фраза, которую я находила, это «Малага мартини дель мар». Мар – море. Морское мартини. Написал Рафаэль Перес Эстрада. И эти фразы все были написаны какими-то известными испанскими поэтами. Можно встретить Гарсию Лорку. Можно встретить также известного малагийского поэта, который родился в Севиле, но вся его душа и потом жил именно в Малаге. Ему даже есть уже посвящена целая стена рядом с Римским театром. И сейчас я, наверное, где гуляю, вам скажу, вообще это незнакомая совсем улица, какая-то страшная, вся в граффити, далеко от баров, и где ходят туристы. Тут такие одни заблудшие попадаются, или такие, как я, которым все интересно и на все обращают внимание. А если вы хотите понимать лучше испанский или хотите его выучить, то у меня есть знакомый отличный препод с большим стажем и опытом. Если вам действительно это интересно, можете мне написать в личку на почту, либо директ Инстаграм, и я подскажу. Удивительно, когда гуляешь по нетуристической части Малаги, хотя это центр, можно идти и вот такие разбитые стекла, и одновременно шершавая стена с красивой табличкой. А это поэт, о котором я говорила, Висенте Александре. «О ciudad, no en la tierra». Он восхищается, это город. Он не на земле. Я, конечно, не умею переводить стихи. Я на русском-то их с трудом понимаю, а на испанском вообще тяжело. Но мне на самом деле очень повезло, когда я училась в школе языков официальной в Малаге. И в первый год у меня был препод, который был увлечен литературой, стихами, певцами. Он нас познакомил с двумя известными поэтами Испании, о которых в России, мне кажется, мало кто знает, такой как Антонио Мачадо, это как у нас Пушкин, все только знают Гарсию Лорку, и Хуан Рамон Хименес. Это поэты поколения конца 19-го, начала 20 века. А теперь мы с вами пройдем на одну из самых оживленных улиц Малаги, и я вам покажу одно место, на которое мало кто тоже обращает внимание. Малага сейчас вся в стройке, шумно нереально в будний день, но не могла пройти мимо этой кондитерской. Она очень старая, улица Кальдерия 11, и здесь продаются тарихас. Это традиционное блюдо на Пасху, тарихас де Малага. Вон, 2,25 евро одна штучка стоит. Есть обычные с сахаром, вот с медом миель. А сахар, сахар. Но когда вы ходите не туристическими тропами, можно найти какую-то красоту. Например, такую. Чунга-чанга.
Только что я находилась на самой туристичной улице Кае Гранада. Но если свернуть налево, то вы увидите кафе «Ля Космополита». Это кафе всегда привлекало мое внимание. Я ни разу в нем не ела, но все время задерживаюсь над этими табличками. Вначале обычные пословицы, где «масвали тарда кинунка», то есть лучше поздно, чем никогда. Это стандартные, да? И потом мы идем к малагийским фразам, которые, допустим, мадридцы точно не поймут, или из другой части Испании. А вот эта фраза «но не на», она вообще для всей Андалусии, не только для Малаги, но остальные именно Малаги, он там есть. Новелла перита. Перита – это что-то очень классное, очень классное. Я вам не буду переводить, вы все равно не запомните эти фразы. Это нужно вначале перевести с малагийского на обычный испанский, и потом уже давать перевод на русском. Я даже писала целый пост в Инстаграме. Я сама все эти фразы еще не могу запомнить. Часть знаю, но часть нужно переводить. Еще меня до сих пор удивляет, что так идешь по Малаге и находишь магазин с танцевальными принадлежностями, а точнее очень много для балета. Вон даже есть милые мини-пуанты. Ну и обычная танцевальная обувь, конечно же. Но сейчас мы вернемся опять на улицу Гранада, потому что здесь я вам сейчас расскажу очень интересную историю об одном кафе. Это кафе с тортами появилось совсем недавно, несколько лет всего. Называется «La Tarta de la Madre de Cris». Тарт – это торт. Специализируются они на чизкейках из разного сыра. Есть даже чизкейк вместе с брауни одновременно. Там все безумно вкусно. Это кафе завоевало популярность. Но самое интересное, что когда я прочитала историю, что основательница этого кафе – женщина из Гранады. Можно сказать, бабушка, да? Тут называется «La Madre de la Cris». И она всю жизнь работала учителем. Я прочитала про нее статью, но умела делать вкусные чизкейки. И когда к ней приходили гости, какие-то друзья, они попробовали, они сказали: да у тебя же просто восхитительные чизкейки, а почему ты не попробуешь что-то с ними сделать? И она реально попробовала, открыла, похоже, небольшое кафе в Гранаде. И потом все дело так пошло, что теперь вот есть в Малаге кафе, слышала, что еще в Севиле должно быть такое же кафе. И дела у нее идут очень хорошо. Кстати, это кафе с чизкейком, это была просто рекомендация от души, никакая не реклама. Потому что пробовала лично очень много, там действительно вкусно. Все бывают в Малаге, обычно обращают внимание в первую очередь на Пикассо. Вот, кстати, его музей и очередь в него. И либо на Антонио Бандераса. Те самые известные люди, которые тут родились. Но есть еще одна известная вещь, которую вы можете привезти с Малаги. И, мне кажется, не все туристы знают, или вообще даже, может, слышали слово «беснага», но не знают, что это значит. Либо они не попали в время летом, когда реально ее продают, и это очень красиво и пахнет. Видите такой большой белый цветок? Это, конечно, увеличенная копия беснаги. Она делается из ствола чертополоха и насаживаются лепестки жасмина. Пахнет нереально. Для меня очень сильный запах. Но это так красиво наблюдать, когда мужчины в традиционных нарядах с красным поясом ходят по центру Малаги и продают ее. Ну а вы можете себе унести кусочек беснаги. Смотрите, сколько всякой красоты продается. Эту знаменитую бодегу Пимпи знает, я думаю, большинство. Она нереально красивая, принадлежит Антонио Бандерасу. Но рекомендовать в плане еды я ее, честно говоря, не могу. Мой муж тоже. Еда средняя. Many locals, nationals, and a few international celebrities.
Ну вот и знаменитый пес Пимпи. Он такой милый. Моделька потрясающая. Очень-очень красивая. Я люблю по ней гулять, рассматривать. Но есть я там редко ем. Тем более тут всегда громадные очереди. И вот сейчас я просто не во время ни обеда, ни ужина, а обычно тут стоит громаднейшая очередь, особенно в праздничные дни. У нее просто офигенное, конечно же, расположение. Ну, напротив Римского театра, вот вы видите уже вдалеке. Если Римский театр сложно пропустить в Малаге, он, конечно же, здоровый. Его откопали только в 20 веке, представляете, все было закопано и не знали. Но эти буквы Малага не все замечают. Всего лишь так обойти сзади по ступенькам. Смотрите, как симпатично они выглядят. Я си из Малага, mitad jasmín y mitad brisa, mitad paloma y mitad gaviota mensajera, mitad labio y mitad pétalo, bisnaga de mensajeros incansables. Рафаэль Перес Эстрада. Кстати, этого поэта я вам уже показывала. Очень симпатично. И сейчас мы увидим Малага, где все фоткаются. Но ведь же классное место. И с таким видом. И смотрите, в Римский театр тоже можно зайти туда бесплатно с того боку. Малага прекрасно. Замечательный город. А еще, почему я хочу, чтобы вы знали, что такое Биснага. В Малаге это не только цветок, а еще каждый год в марте проходит кинофестиваль Биснага. В этом году он с 10 по 19 марта. Он всегда в марте, там немножко меняется неделя, бывает в конце недели. В этом году 26-й фестиваль. И вот в этом старинном здании кинотеатра Альбенис, где показывают европейское кино, часто нестандартное, авторское, которое не в прокате, но обычно в широком. Я очень люблю этот кинотеатр. В обычный кинотеатр я в принципе не хожу. Вот афиша. Эта картина «Асбестос», она, кстати, выиграла самый лучший фильм, премия Гоя в этом году, 2023. Тоже его хочу посмотреть, там классные актеры. Вот вам немножко покажу, что тут показывают сейчас. О, балет. Интересно, интересно. Боена. Прочитала неверно. Боена – это кит. Везде мне видится балет и танцы. Мне еще часто пишут, спрашивают про экскурсии по Малаге, но хочу вас огорчить, и я не гид, но у меня есть прекрасный человек, который проводит экскурсии по Малаге и по окрестностям. Если также это интересно, пишите мне в личку. Что еще можно привезти из Малаги, помимо впечатлений, такого красивого граффити Дохер? Просто его обожаю, для меня это символ Малаги. И это, конечно же, футбольный клуб Малага. Я, как человек, не увлекающийся футболом, расскажу вам о вещи, которые вообще в первую очередь не придет в голову даже. Что такое Малага и вообще как называют жители Малаги? Я вам уже рассказывала, их называют бакеронами, то есть типичная рыба для Малаги. И в этом магазине продается мягкая игрушка бакерон с символом Малаги, с футбольным клубом. Она такая сине-белая, очень классная. Я себе уже приобрела. И если вам это нравится, интересно, может быть, подарок ребенку, очень классный подарок, я считаю. Только именно вот в этом центральном магазине, именно в самом магазине, ее пока нет. Я заходила, спрашивала, она исчезла. Можно купить на сайте. Либо она есть, еще есть на второй магазин, который находится рядом с стадионом Росоледо. Там он есть, прям в самом магазине. В принципе, пешком отсюда, от центра, займет у вас минут 20. Так что тоже возможно. Я каждый раз гуляю по Малаге и все время нахожу что-то интересное. И я вижу, как город развивается. Живу уже почти 5 лет. Стройка постоянная. Он считается одним из самых развивающихся городов в Испании. Вот эта, кстати, церковь Сантьяго очень классная и красивая внутри, белая. Видите, там символ ракушки. Это символ пути Сантьяго. И вот здесь есть даже стрелка
типичная для Сантьяго путь. Путь заканчивается в городе Компостела де Сантьяго в Галисии. Мне бы хотелось когда-нибудь его пройти. На это нужно, конечно же, время и подготовка. Ну какое количество туристов в Малаге. У нас уже, в принципе, лето. 8 марта, и сегодня 24 градуса. Выходные обещают до 28. Наконец-то пришло тепло. Вы не представляете, эта зима была холодная. А вот смотрите особенность. 8 марта в Испании. Корова с фиолетовым шарфом. Фиолетовый цвет – это символ феминисток. В Испании, как-нибудь я вам об этом расскажу. Я хочу подготовить целое видео про феминизм, про женщин в Испании. Постараюсь взять интервью у моих знакомых испанок. Надеюсь, все получится. А вы пока наслаждайтесь видами Малаги. В этот раз у меня видео такое нетипичное, без говорящей головы. Я надеюсь, вам интересно посмотреть, как идет жизнь в Малаге. Такая обычная. Сегодня обычный день, хоть и 8 марта. Он для Испании не праздничный. Люди занимаются работой, строят. Кто где находится. Ну и, конечно, гуляет огромное количество туристов. В Малаге это круглый год. И сейчас уже даже и не верится, что была пандемия. Вот реально, все восстановилось. Раньше я была туристом, для меня ничего это не значило. А сейчас я смотрю, где был определен какой город, и я почти во всех была. То есть это так интересно. И смотрите, вот оно тоже типичное блюдо Малаги, торрихос. То есть это по-нашему гренки, в принципе. Они в меде, с корицей, там, с сахаром делают. Немножко отличаются, они такие более пропитанные, более жирные, я бы сказала. Готовятся обычно к Семане Санте, то есть к пасхальной неделе. И вот это еще типичное блюдо для Малаги, называется тортитас локос. Локос, то есть сумасшедший десерт. Я его никогда не пробовала, потому что мне не нравится. Ну, смотрите, сколько там сахара, какие желтки, эта слойка непонятная. Меня это вообще не впечатляет. Не мое. В Испании нет чая, говорили они. Если бы я могла передать запах, который тут стоит с туроном. Это тоже все без снага. Малага вовсю готовится к Семане Санте. В этом году на ранее, первую неделю апреля. И вот такие фигуры, которые могут пугать сначала, стоят. Но, а этот магазин очень-очень с классными платьями. Здесь под вас его и подошьют, и для мужчин тут рубашки шьют. Называется Голо. Моему мужу как раз на свадьбу шили рубашку именно здесь. Цены относительно умеренные. Просто, как я спрашивала у девочек из Гранады, Севильи, в Малаге цены на платья фламенко, можно сказать, демократичные. Ну а самый дешевый, как я говорила, это в городке Эль-Россию, но он очень-очень далеко. И закончить хочу, наверное, одним из самых старых магазинов Малаги. Обувной магазин Инохоса. Смотрите, основан в 1920 году. Здесь вы найдете стандартные альпаргатос, ну как эспадрильи по-русски. Здесь вот такие туфли на ферию все покупают. Не знаю, они настолько удобные, я обожаю эту испанскую обувь. Сейчас, кстати, выбор не такой большой, они вон все внутри. Сейчас попробуем зайти. Pues yo te llamé.
Они где-то далеко спрятаны. Ну, там еще тапочки, конечно же, можно купить. И это знаменитая улица 5 шаров. Cinco Bolas. Вот так, приходите на экскурсию в Малагу, приезжайте, смотрите. И я уверена, что вам понравится. Я влюблена в этот город. Надеюсь, через видео я передаю свою любовь. Показываю Малагу разный. Я вам сегодня показала и красивые места, и обшарпанные, совсем не туристические. Малага она разная. Но я ее люблю всякой.